Скорпионы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и сегодня с вами будем разбирать интересную тему, а непосредственно влияние смены кармических узлов, точнее оси. Она меняется с оси Телец Скорпион на ось Овен Весы. И как это все отобразится на всех сферах жизни на ближайшие 1,5 года. Почему на 1,5? Потому что этот цикл будет идти с 18 июля 2023 года по 11 января 2025 года. В предыдущий цикл вы у нас были на авансцене, вас знатно штормило, шли перемены колоссального плана. Теперь наконец-то настанет период, когда вы сможете спокойно отдохнуть, так сказать, выдохнуть, ну и уже прийти в чувство и заниматься чем-то более приятным. Анализируем, что же у вас будет идти по каждому дому. Итак, первый дом. У вас здесь ложится 5 чаш. Здесь могу сказать, что по этой карте это излишняя самокритичность. Почему? Потому что вы будете недовольны собой. Это ситуация, когда поставлена жизнь на паузу. Почему так проявляется? Потому что 5 чаш, когда вам не нравится ваша внешность, вы занимаетесь самоедством и с излишней такой самокритикой, что чего-то не добились в жизни или не достигли той планки, к которой вы стремились. Это фактически съедать себя изнутри, съедать себя заживо. У вас даже дно колоды, посмотрите, королева мечей. Это излишняя критика, излишняя придирчивость, это вопросы самоедства. Это, кстати, может быть негативное влияние вашего окружения, которое может обесценивать вас как личность, также ваши заслуги. Поэтому здесь придется хорошенечко поработать. Почему? Потому что первый дом это у нас точка Я. Он у нас отвечает за личность, за ваш характер и, в принципе, за ваш внешний облик, вашу конституцию, манеры, темперамент, за то, как вы себя выражаете, позиционируете в социуме, какую социальную маску носите, как себя воспринимаете. И вот здесь, конечно же, 5 чаш – это ситуация, когда, особенно если у кого-то идет переломный возраст, там 30-40 лет и так дальше, и вы начинаете себя оценивать, что было, что стало, и почему это положение вещей вас не устраивает. Но давайте даже дотянем, посмотрим, почему так. По 10 пентаклей вам очень хотелось создать структуру, возможно, свое дело, реализацию, а здесь, как показывают арканы, ну как не пошло, либо не нашли еще себя. Ну, давайте даже с вами посмотрим дно колоды, 6 чаш. Здесь может быть находиться на попечении или поддержке членов семьи, а вам хочется собственной реализации. Именно эта ситуация вас съедает. И конкретно здесь идет о финансовой стороне вопроса. Мы, конечно же, проанализируем с вами 2 и 8 дома, но уже сейчас арканы говорят об этом. Вы можете сказать, а как же здесь вопрос и речь о взаимоотношениях. Но единственный нюанс по 6 чаш, кого-то может тяготить ситуация прошлых лет и самоедство в том плане, что в свое время вы сделали неверный выбор. Объясню. То есть вы с кем-то встречались, там сожительствовали, потом, допустим, изменили свое решение, стали строить отношения с другим человеком. И потом через время понимаете, что по сути вы сделали неправильный выбор. Вот это тоже может быть такая ситуация, когда вы понимаете, что построили семью не с тем человеком. И попытки здесь как повернуть время вспять или исправить ситуацию. Ну, давайте смотреть дальше. Что у вас пройдет по 2 дому? 2 дом, 5 жезлов. Аркан, который говорит о ситуации борьбы. Борьбы за что? 2 дом у нас отвечает за наши ресурсы, потому что это точка возможностей. Это наши доходы, это наши виды трат, это, в принципе, материальные средства, которыми мы награждены за наши усилия, за наши старания. Это может быть перспектива выигрыша в лотерее или в азартных играх. Это распределение семейного бюджета. Это вопросы благосостояния, это новые источники дохода и, в принципе, все, что касается имущества, ресурсов. И ресурсы здесь подразумеваются не только деньги, это наша внутренняя энергия, наш внутренний потенциал. То, что, можно сказать, еще также частично влияет на наше состояние здоровья. Так вот, 5 жезлов – это борьба. Борьба за лучшее качество жизни. Борьба с тем, чтобы закрывать какие-то финансовые моменты. Борьба с тем, чтобы держать себя в форме, прокачивать свою энергию. Потому что здесь действительно вопрос самодисциплины и ломки, которой вы будете заниматься. Ну, давайте посмотрим, насколько это будет у вас успешно.
Что здесь? По четверке жезлов могу сказать, что ситуация будет стабильной в финансовом аспекте и в плане, знаете, как сохранения себя. Почему пятерка жезлов показывает на ситуацию борьбы или вопросов экономии? Потому что по четверке жезлов кто-то здесь будет вкладываться в недвижимость, неважно, она коммерческая, либо жилая, в покупку, в стабильность, видеть свой дом, свой уют. Поэтому здесь действительно будут у вас такие колоссальные траты. Но, как вы видите, они вам идут во благо. Если смотреть третий дом, у вас по третьему дому идет семерка чаш. Третий дом – это у нас дом коммуникации, дом общения. И он указывает за взаимоотношения человека с окружающими. То есть будь то родные, соседи, близкие родственники, братья, сестры. Это круг нашего повседневного общения. Безусловно, третий дом еще сам по себе символизирует нашу деловую жизнь, то есть переписки, командировки, путешествия, звонки, хаос, трудовые договора. Но основной акцент – это приятели, это общение, братья, сестры, соседи. Это вопрос начального и среднего образования. Это акцент на средства передвижения. Это письма, это бумаги, это развитие интеллекта и стабилизация нервной системы. А теперь давайте обо всем поподробнее, каким образом этот аркан может отыграться у вас по третьему дому. Если брать транспортное средство, то по семерке чаш это ситуация трудного выбора, но вместе с тем исполнение мечты, потому что эта карта показывает и говорит о том, что вот достигли результата, допустим, обрели мобильность, либо купили автомобиль мечты. Поэтому здесь у вас все идет со знаком плюс. И если это окружение, которое помогает делать правильный выбор, правильно наставляет, направляет, помогает концентрироваться на задачах и достигать максимума. Опять же, быть лояльным, быть лобильным, адаптироваться к ситуации, учитывать интересы деловых партнеров, друзей. То есть здесь чувствовать эмоциональный посыл вашего окружения и для себя извлекать максимальную выгоду. Еще, эта карта может говорить о ситуации, что... Безусловно, вы можете идеализировать ваших близких, ваших родственников, взаимоотношения с ними. Это нельзя назвать слабостью души. Это в первую очередь по королеве Пентаклей желание видеть в них потенциал и какие-то возможности. Потому что, безусловно, когда исполняются ваши мечты, цели и задачи, вы хотите, чтобы у вашего окружения была та же самая ситуация. Ну а в целом семерка чаш – это научиться устраивать с людьми дипломатические взаимоотношения. Тонко их чувствовать, развивать свою эмпатию, понимать, когда что можно сказать, когда стоит промолчать, как найти подход. И, как следствие, это будет новый формат коммуникации с вашим окружением. И если мы с вами посмотрим четвертый дом, что у вас здесь по четвертому дому проходит? Луна. Ох, как четко. И здесь еще старший аркан, и не зря у вас здесь ложится вопрос недвижимости. Сейчас буду объяснять. Четвертый дом, или иными словами, наша точка происхождения. Это фундамент, это наша цель. Это дом, который отвечает за недвижимость, за семью, за семейные корни, родительский дом, собственный дом, родина, родители. Это, в принципе, ситуация нашего фундамента, то, на что мы опираемся с детства. Место, где мы произрастали, то, что нам дает корни глубокие, да, и как следствие восхождение к каким-то вершинам, нашу реализацию и свое выражение через 10-й дом, потому что они находятся на одной оси, ось 4-10 домов. И вот здесь Луна в 4 доме – это забота о близких, и это забота о родителях, это помощь, это поддержка. Видите, родовые корни. У кого-то появление нового члена семьи. Не обязательно это вопрос деторождения. На время к вам может приехать брат или сестра жить с вами, или кто-то из родителей. Но и в целом у некоторых для вас это обретение новой родины. Да, может быть именно так и в таковом ключе. И, знаете, как обосноваться на новом месте жительства. Поэтому здесь действительно очень такие глобальные знаковые перемены. Смотрим с вами 5-й дом. О чем здесь идет речь? По 5-му дому у вас ложится 10 жезлов. В контексте этих арканов, которые перед вами ложатся, это неудивительно. Почему? Потому что 5-й дом, или, как мы говорим, точка влечений, или дом досуга, радости и удовольствий, это, в принципе, дом искусства, это дом наших прихотей, это отдых, развлечения, игры, удовольствие, азарт, успех, слава, дети. Также по этому дому проходят любовные связи, то есть любовники,
сексуальные, чувственные удовольствия. То есть здесь проходит это взаимодействие. По десятке жезлов вам будет не до этого. Вам тяжело будет это тянуть. Единственный положительный аспект, эта карта говорит о том, что вы можете себя пробовать в разных сферах, то есть разные увлечения, разный досуг. То есть вы там занимаетесь экстремальным вождением, или там, я не знаю, ходите, стреляете, или там что-то еще, вы пытаетесь сразу освоить несколько направлений. Но, по сути, для вас это будет в тягость. Вам нужно будет сконцентрироваться на каких-то конкретных задачах, там 1, 2, 3 увлечения, не более того, не нагружать себя в большем объеме, иначе, по сути, толку никакого не будет. Еще этот аркан говорит о ситуации, что если вы в любовных треугольниках, эти отношения для вас будут отягощающими. И как следствие вы для себя постараетесь что-то здесь изменить, а иными словами из них выйти. Если у кого-то даже появится мысль, да, что вы хотите себе завести любовника или любовницу, сразу же ее откинете, потому что не потянете по 7 жезлов закрываться. Не потянете не энергетически, ну, невозможно финансово, скажем так, лишние траты, поэтому они вам ни к чему. В плане детей сложные взаимоотношения с детьми, особенно если у вас дети переходного возраста, либо уже состоявшиеся личности, могут быть моменты непонимания, напряженного взаимоотношения друг с другом. Но а в целом, если это касается вопросов зачатия, деторождения, то есть могут быть сложности в этой ситуации. Поэтому тут нужно будет приводить в порядок ваше состояние здоровья. Смотрим, что у вас по 6-му дому. Какова здесь ситуация? 6-й дом. По 6-му дому 8 жезлов, прорыв, скорость, решение. Это прекрасно. Вот здесь, как показывали арканы, вот этот вопрос самоедства, который у вас был, что же я там не реализован или не реализовано, он даст, знаете, как отпечаток свой. Почему? Потому что у вас здесь в точке силы, таким образом у нас называется 6-й дом, будут амбиции, будут желания, стремления, договора, контракты, потому что 6-й дом у нас отвечает за ежедневную рутинную работу, за ежедневные бытовые обязательства, исполнение служебных обязанностей и забота о здоровье. Почему именно 2 стези, 2 сферы? Потому что, как правило, комфортно организованные трудовые условия, они являются залогом вашего физического, психического и ментального здоровья. Как я уже говорила в других знаках зодиака, то, как вы соблюдаете вопрос тайм-менеджмента и распределяете нагрузку в плане работы, напрямую влияет на качество вашей жизни. Если вы трудоголик и перерабатываете, пробой по здоровью. Если наоборот вы не дорабатываете, ленитесь, ведете пассивный образ жизни, тоже пробой по здоровью. Вот здесь 8 жезлов – это активность, это новые увлечения, новая страсть, это может быть работа дистанционного плана или у кого-то работа связана с логистикой, с поездками, с грузоперевозками, либо вы являетесь бортпроводником наземного или воздушного судна, или морского, не имеет значения. То есть это все, что связано с логистическими компаниями, таможенными организациями, сферами доставки и все, что как бы напрямую или косвенно связано еще с автомобилями, с транспортом, будь то СТО, АЗС, дилерские компании и так далее. Вот здесь вы можете найти себя, раскрыть свой потенциал и реализовать. И по состоянию здоровья. 8 жезлов. Сама по себе карта неплохая. Почему неплохая? Его дотягивает. В вашем случае будет все прекрасно. Туз чаш. Все замечательно. По той простой причине, что это появление энергии, появление сил, вопросы восстановления, шикарный эмоциональный фон, прекрасное ментальное, психологическое и, как следствие, физическое здоровье. Вот не зря у вас здесь значимый 6 и 12 дом, ось этих домов, потому что, как мы видим, здесь действительно будет прорыв. То, чего вы так давно ждали и чего очень хотели. Анализируем, что у вас здесь будет идти по 7 дому. По 7 дому. 9 мечей, переживания и страхи. Ну вот посмотрите, с чем они связаны. Вот ось с 1-7 домов. Это неуверенность в себе, это низкая самооценка, это вопросы самоедства. И как следствие ощущение, что вы не можете строить стабильный союз или оставаться в стабильных союзах. А вам очень хочется признания и как следствие из-за этого жизненного баланса и покоя. Если на текущем этапе вы свободны, то карты показывают, что ваши акценты будут смещены несколько в другой ракурс. И как следствие здесь могут быть знакомства, но тем не менее, посмотрите, сейчас покажу вам дно колоды.
Король чаш. Для мужчин это самодостаточность, это быть в формате свободного поиска, свободных отношений. Для девушек и женщин королева чаш, аналогичная ситуация. То есть, видите, вы сама себе хозяйка. То есть вы будете так и оставаться, ну, говорю, в формате полета, в формате поиска. И если вы в любовных треугольниках, то это ситуация, которая вас истощает энергетически. И вы захотите здесь что-то решить, с этим завершить, чтобы обрести покой. Если же вы находитесь в стабильных союзах, то по девятке пентаклей вам хочется самодостаточности, вам хочется признания, потому что по девятке пентаклей это ситуация, когда я тоже вношу свой вклад, я что-то делаю. Тут у вас четко вопрос упирается в финансы и реализацию. Но вот шестой дом вам поможет совершить прорыв и добиться того, чего вы хотите. Как следствие, стабилизировать ваш союз и текущие взаимоотношения. Смотрим с вами восьмой дом. Что же здесь у вас по факту? Вот здесь вам нет равных. Ну, скорпионы, я бы удивилась, если бы в вашем доме выпал не старший аркан. Колесо фортуны. О чем говорит этот дом и этот аркан? Карта, которая созвучна с ситуацией, ну, восьмой дом это у нас в принципе точка границ, дом жизни и смерти. Но здесь вы знаете, что вашим сигнификатором является аркан смерть, и в качестве символизма это птица Феникс, то есть возрождение из пепла. У вас здесь аналогичная ситуация. По колесу фортуны это прорыв. Это большие деньги. Причем это чужие деньги. Сейчас я вам объясню. Почему? Потому что, как правило, по восьмому дому проходят материальные ценности и финансовые дела вашего брачного или делового партнера. То есть деньги от чужих людей. Иными словами, вы можете владеть их имуществом, вам могут делать какие-то подарки, одаривать, спонсировать, давать деньги в ваши стартапы, проекты, начинания. То есть здесь даже есть возможность обогатиться или заработать за счет ресурсов и капитала других людей. Ну, например, если это деловой партнер, он вкладывается, вы ведете там всю административную работу, при этом зарабатываете, ну и как следствие получаете должный эффект. Если это касается брачных партнеров, то есть там супруга или супруги, но, по сути, вторая половина, за счет которой вы будете жить в шоколаде, которые вам также дадут старт, возможность раскрыться, реализоваться и траты на ваши хотелки, на ваши нужды. Ну и в целом, что такое восьмой дом? Это общие капиталы и чужие деньги. То есть, если вы рассчитывали на кредитование, на страховки, на, допустим, выплаты ипотек, рассрочки, вы получите эти деньги. Опять же, это дом завещаний, нотариальных дел, вопросов наследства. То есть вы здесь как можете получить наследство по колесу фортуны, разбогатеть, так и с целью сохранения имущества вы уже заранее можете делать дарственные на своих детей, что-то там планировать, переподписывать, может быть даже заранее составить завещание. Опять же, это дом преобразования. То есть менять свой подход, менять образ жизни, потому что восьмой дом отвечает за продолжительность жизни. И вот здесь по колесу фортуны за счет изменения и подхода по шестому дому к состоянию здоровья, это значительно и улучшить качество и продолжительность жизни. Опять же, это дом тайн, то есть тайна либо информация, на которую вы можете заработать. Это дом оккультных способностей. Иными словами, здесь использовать какие-либо методики, которые позволят вам прокачать ваш денежный канал и зарабатывать больше. Будь то аффирмация, гипнотерапия, вопросы рейки, либо какие-то там тибетские гимнастики, которые раскачивают и центрируют вашу энергию. Вот это все вам идет со знаком плюс. Опять же, вопрос смерти, потому что по колесу фортуны вообще это карта случая. Что у нас здесь? Ну, по двойке жезлов здесь все стабильно, я не вижу никаких острых моментов или ситуаций. Безусловно, береженного Бог бережет, но, как говорится, пока ситуация Вселенная вам благоволит. Опять же, возвращаясь к партнерским взаимоотношениям, я имею в виду делового характера, если еще связать с седьмым домом, то вы можете переживать, что ваш деловой партнер или партнерша вам не доверяют, не хотят с вами сотрудничать, либо не видят в вас потенциал. На самом деле они просто могут надевать такую социальную маску, но они понимают, что у вас есть нужны деньги, и вы из той, скажем так, породы лиц, из той категории людей, которые четко заставляют деньги работать и, как следствие, получать хороший доход. Поэтому здесь у вас замечательные перспективы. Смотрим с вами девятый дом.
Что же здесь по 9 дому? Здесь ложится паж жезлов. Карта импульса, карта любопытства, аркан мотивации. Поскольку 9 дом это у нас точка духа, то есть иными словами это дом нашего интеллектуального развития, религий, дальних путешествий. То есть все, что касается миграции, переездов, длительного нахождения за границей в целом. Это изменение мировоззрения, это изменение уклада жизни, это новые философские убеждения. Для кого-то погружение в веру и религию, изучение культуры других народов. У кого-то смена веры и религии. Опять же, попытки прощупать почву, понять и осознать, нужно ли вам дополнительное высшее образование. Вот эта карта тоже может указывать на ситуацию быть студентом. Только по пажу жезлов это, как правило, заочное либо дистанционное обучение. Это инициация судебных дел, то есть которые вы можете начать даже с позиции любопытства. Выгорит, не выгорит, но я попробую, почему бы и нет. И вы выиграете эти дела. Это рост вашего престижа и авторитета, и это поддержка в каких-то общественных институтах власти. И если рассматривать вопрос эмиграции, дальних переездов, и вы не можете здесь сделать выбор, то этот аркан показывает на ситуацию, что даже из любопытства или по чьей-то рекомендации вы можете поехать в некий период жизни, пожить, попробовать, прочувствовать, вкусить почву в том месте, где вы хотите бросить корни, обосноваться и понять, подходит вам это или нет. Поэтому вот этот вот такой, знаете, момент поиска себя, своего места, своей локации. Почему? Потому что, как мы видим, вот по 4 дому Луна. То есть это найти свой уют. То есть место, где вы будете видеть гнездо. Смотрим и разбираем дальше. Что здесь у нас идет по 10 дому? Колесница. Шикарная карта, старший аркан. И 10 дом это точка цели, это достижение. Поэтому, мои хорошие, вот все вам здесь воздастся за все ваши тяготы, за всю ситуацию, что вы эти 1,5 года терпели, были в поиске. Почему? Потому что это дом профессионального и социального успеха, дом карьеры. Здесь это фактически один из самых важнейших домов гороскопа. Почему? Потому что его управителем у нас является Козерог, хозяином Сатурн. То есть здесь это строить структуру, это выстраивать для себя стабильность. И само по себе это, знаете, как этот дом в связке с этим арканом, это символ устремлений, карьерных амбиций, которых вы добьетесь, потому что по колеснице это фактически колоссальный прорыв. Сам по себе дом, безусловно, характеризует карьеру, род занятий, профессиональные достижения, успех, смену социального статуса, репутацию, награды. Так вот здесь это действительно прорыв по бизнесу, по карьере. Это быть у всех на устах, это быть востребованным, как узкопрофильным специалистом, так и, допустим, наемным работником. Это, как вершина, к которой вы шли долгие-долгие годы. Вот, наконец-то, поймать вот это вот, знаете, как лаву успеха. Если смотреть с точки зрения личной жизни, то здесь прорыв по личной жизни, стабилизация отношений в стабильных союзах или уход от отношений, которые вас, как отягощали, отравляли. И если вы свободны, как я вам говорила, у вас по 4 пентаклей здесь пока без перемен, вы будете делать карьеру, будете зарабатывать деньги, у вас это будет первооснова. Ну а в целом это признание, это получение каких-то наград, грамот, то есть достижений, признания социума. Поэтому здесь само по себе прекрасно. Еще по колеснице. Это может быть стремление изменить статус, то есть стать отцом или матерью, но это то, что у вас будет идти дальше туда. То есть если кто-то хочет родить ребенка или усыновить ребенка, то есть это только цели, планы или намерения. Но пока именно в контексте деторождения здесь эта ситуация не развивается. Смотрим с вами 11 дом. О чем он здесь вам вещает? 11 дом. Ох, в 11 доме 11 аркан. Ну это же надо. Аркан справедливость. Что могу сказать? Вот сейчас вы прочувствуете фактически вот эти 2 итоговых дома. 11 дом это у нас дом социальной активности или точка социальности, называется он еще так. Он отвечает за наших друзей, за единомышленников. К нему относятся спонсоры, меценаты, покровители, в том числе из высших эшелонов власти. Это защитники, это советники, это помощь от вышестоящих лиц, это быть чьим-то фаворитом. Это вообще дом исполнения мечты, цели, плана, желания.
осуществление каких-то давних надежд. Это вопрос выигрыша, переформатировки вашей жизни. Ну и, конечно же, благотворительности. Так вот, если подытожить, давайте так. Вот здесь эта карта говорит, что вот то, что вы делали для других людей, как можно больше помогали, вкладывались, вот это вы, старица, будете получать от меценатов, от покровителей, от вышестоящих лиц. Да, здесь будет поддержка со стороны высших эшелонов власти в решении каких-то вопросов, но вместе с тем аркан справедливость, он двояк. Друзья могут относиться к вам критично, озвучивать те моменты, которые в чем-то могут быть нелицеприятны. Но это, знаете, будет не их субъективное видение, а объективная точка зрения. Потому что это будет озвучиваться не с целью вас уколоть, а действительно донести правдивую информацию и дать вам шанс поменяться, быть лучше, стремиться идти вперед. И могу сказать, у вас поменяется ваше окружение, ваши друзья, потому что здесь будут преданные люди, люди, которые вас ценят, поддерживают, и люди, которые с вами находятся на одних энерговибрациях. То есть с таким же заделом, с таким же посылом, с такими же устремлениями. И, конечно же, здесь, видите, вот открытие финансового канала, финансовых возможностей. Поэтому это прекрасно. Смотрим для вас ваш значимый дом, потому что, как напоминаю, у вас значимая ось 6-12 домов, что у вас здесь идет по 4 пентаклей в 12 доме. Это сохранить то, что вы имеете, и приумножить. Сейчас буду озвучивать все по порядку. Сам по себе 12-й дом – это у нас дом, который символизирует одиночество, или же как бы точку интроверта, дом изоляции. Почему? Потому что он отвечает за монастыри, больницы, клиники, санатории, дома отдыха, тюрьмы, секретные организации, работа на закрытых каких-то предприятиях, может быть, военные предприятия. Опять же, это все, что идет у нас в ногу с тайнами, с глубинной памятью, с вопросами уединения, приюты, тайные связи, тайные враги, скрытые болезни, оккультные знания и проработка кармы. Вот давайте теперь обо всем по порядку. О чем здесь говорит 4 пентаклей? Сохранить целостность, самодостаточность, сохранить внутреннее я. Зачастую можете здесь эмоционально и ментально закрываться, или быть в своем мирке. Вот видите, здесь падает аркан влюбленный, то есть это максимум только вторая половина или очень-очень близкие люди. Это быть в какой-то степени закрытыми или изолированными от общества, зачистить свой круг окружения. И вот здесь по этим картам, посмотрите, это совместная поддержка, совместно идти к цели. То есть сохранить какой-то ресурс, его приумножить. Поскольку это падает в 12 доме, может по этой карте это... Как вам правильно сказать? Не то, что утаивание денег, а сохранение денег, во что-то вложить, инвестировать, но это скрывать. Если же по здоровью, это активно прорабатывать вопросы восстановления, чтобы не привести к хронической форме и инвалидности, какие-то ваши затяжные старые болезни, которые вам, ну, вы знаете, отмахивались, махали на них рукой, вам все было некогда, теперь можете вплотную заниматься здоровьем. И опять же, это попытки сохранить связь, сохранить отношения. Каким образом? Можете пытаться всячески изолировать вашего партнера или партнершу от третьих лиц, держаться, скажем так, граблями, да, чтобы сохранить этот союз, этот статус и это партнерство, потому что для вас оно идет в плюс. Ну и в целом это совместная деятельность, секретная деятельность. Это для кого-то еще найти для себя наставника, который вас может обучать каким-то навыкам, знаниям, особенно все, что касается эзотерики и вопросов оккультизма. То есть здесь это будет в плюс. Если это касается тайных, закрытых, секретных организаций, это работа в таковых организациях, это подписание трудового договора и с вас подписка о неразглашении информации. Вот такой вот у вас насыщенный будет полуторагодовалый цикл. Посмотрим, как аркан совет, аркан рекомендацию на этот срок. Что у вас здесь? 3 жезлов.
это движение, это прорыв. Кстати, у вас 2 тройки, и 1 колода, тройка чаш. Это радость. То есть двигаться к радости, к союзам, контактам, к довольствию жизни, наполнять жизнь позитивными эмоциями, яркими красками. Потому что могу сказать так, за эти 1,5 года вы засиделись. Засиделись в том плане, что была рутина, много было быта, переживаний. Вот сейчас пришло время встряхнуться и двигаться вперед. Тем более Вселенная вам благоволит, поэтому не теряйте таковой возможности и действуйте. У вас обязательно все получится. Мои хорошие, от вас буду ждать по прошествии периода обратной связи относительно того, как отыгрывается эта информация, резонирует ли она с вами. Буду вам благодарна за ваш энергообмен, за ваши комментарии, лайки. Благодарю каждого из вас за подписку и за донаты. Я с вами не прощаюсь. Обязательно еще услышимся в следующих видео.